Белгородская область – уникальный регион на карте России. Земля ратного подвига и славной трудовой доблести. Край, где людям удобно жить, работать и растить детей. Но не всегда он был таким. Последние 20 лет можно назвать десятилетиями прорыва и созидательного труда. После смутных 90-х мы сначала достигли докризисной планки, а затем далеко превзошли лучшие советские показатели. Сегодняшние цифры статистики по сравнению с ними почти чудо. Так, каждый 5-й килограмм российской свинины и каждый 7-й килограмм мяса птицы произведены на Белгородчине. Это без малого 4500 тонн мяса ежедневно. Сегодня мясной кластер области – это 17 зерновых компаний, 95 площадок по откорму птицы и 72 по производству свинины, 15 мясоперерабатывающих заводов, 12 по забою и переработке мяса свиней, 24 комбикормовых завода, 11 элеваторов. Все это вместе дало региону 50 тысяч рабочих мест. Белгородчина первой в России перестроила аграрный сектор по принципам высокотехнологичных производств, доказав, что сельское хозяйство не черная дыра, не вечно датируемая отрасль с жалобами на погоду и неурожай. Белгородчина, одной из первых в России, пошла по пути импортозамещения, заново создавая целые отрасли, занимая пустующие экономические ниши. К 2026 году область должна выйти на отметку 1 миллион тонн семечковых и косточковых культур, заполнив прилавки нашими, а не польскими и турецкими яблоками, и за 10 лет в 8 раз увеличить площади садов. Белгородчина научилась выращивать овощи круглый год в промышленных объемах. В конце 2015-го в строй вступили первые 15 гектаров тепличного комплекса «Белогорье». Теперь тепличный кластер области располагает уже более чем 60 гектарами теплиц. В 2015 году в области было произведено 19 500 тонн овощей закрытого грунта. Это лучший показатель в Центральном федеральном округе. Промышленный сектор по-прежнему остается становым хребтом региональной экономики. Сердце Белгородчины бьется в сталеплавильных цехах. Там, где производят металлопрокат и металлоконструкции, сельскохозяйственную технику и лакокрасочную продукцию, алюминиевый профиль и элементы трубопроводов, цемент и стройматериалы, современные фармацевтические препараты. Сегодня на Белгородчине формируется суперсовременный биотехнологический кластер по производству широкого спектра продуктов микробиологического и химического синтеза, дрожжей, глютенов, кормовых добавок, незаменимых аминокислот. Один завод премиксов номер 1 – это 60% потребностей животноводов страны в лизинсульфате. За все эти годы в регионе создана мощная социальная инфраструктура. И нам даже стало казаться, что так было всегда, что по-другому просто не бывает. 90% дорог Белгородчины сегодня имеют твердое покрытие, а современные магистрали и кольцевые развязки, построенные за последние 5 лет, позволили региону возглавить рейтинг самых безопасных российских дорог. А этот красавец-аэропорт стал не просто воздушными воротами Белогорья, но и местной достопримечательностью. В 2013 году он признан лучшим аэропортом стран СНГ. В 2015-м Белгородская область вышла на рекордный для себя показатель. Ввод жилья на одного жителя составил 1 квадратный метр. Мы отремонтировали и отстроили заново сельские дома культуры. Сделали привычными бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы. За последние 8 лет построили 585 новых спортивных объектов. Мы украсили села и города храмами. Удивили туристов уникальными музейными комплексами нового поколения, сенсорными экранами, видеоинсталляциями, танковым симулятором и даже танкодромом. Мы с нуля создали новый зоопарк, положив начало целому мультипарку. Все это вместе – то самое белгородское чудо. Его главные компоненты – благоприятный инвестиционный климат, конкурентоспособное производство, современная инфраструктура, высокое качество жизни. А секрет белгородского чуда прост. Честно служить людям, не жалеть себя, учиться быть эффективными и уметь смотреть в будущее.